90, 270. Ленточка где-то риска. Всем привет! С вами Temp Models, и сегодня мы закончим работу над вооружением для нашего Су-34. Но перед началом не забудьте подписаться на канал, ну а мы начинаем. Первые на очереди — контейнеры радиоэлектронной борьбы Хибины. Они прошли глубокую модернизацию и стали в разы детализирования прошлых версий. Появилась даже внешняя клепка на радиопрозрачных колпаках. А для тех, кто планирует диораму со снятым оборудованием, проработаны даже места стыковки с консолями крыльев. С отделением и обработкой деталей, как всегда, никаких трудностей не возникает. Единственное, что здесь необходимо, это зашпаклевать шов вместе соединения колпака с основной частью контейнера. Для этого я использую суперклей, так можно гораздо быстрее закончить с обработкой и не ждать высыхания обычной шпаклевки. Далее пора продумать крепление контейнеров к консолям крыла. Я буду использовать магниты, чтобы гарантировать сохранность модели при доставке владельцу. Магниты беру размером 1 на 1 мм, а отверстия под них сверлю с постепенным увеличением диаметра. Кстати, если возникнет вопрос о правильном положении контейнеров на консолях, просто ориентируйтесь на эту выступающую часть. Она служит отличным маркером для точной установки. По 5 магнитов на каждый контейнер отлично держит деталь. В итоге нет никаких щелей с консолью, и контейнеры сидят плотно, без малейшего провисания. Покраску начинаю с серого грунта и нанесения белой подложки. На передний радиопрозрачный колпак наношу чиппинг. Материал там довольно быстро изнашивается, покрывая сколами и трещинами. Для покраски буду использовать специализированный набор Акана 6 серии. Начинаю с голубого цвета и довожу интенсивность подложки примерно до такого состояния. Далее наношу верхний базовый цвет. Стык цветов наношу от руки. На реальных прототипах нет четкой границы, так что мягкий переход выглядит гораздо правдоподобнее. Обратите внимание на правый по полету контейнер. Там возможны два варианта покраски. Первый, как у меня, где выступающая деталь целиком голубая. Второй, с разделением цветов ровно посередине. Так что всегда старайтесь найти фото конкретного прототипа. Та же ситуация и с декалями. Черные маркеры мест установки на ложемент могут быть ориентированы как горизонтально, так и вертикально. Разработчики учли этот момент и дали вам возможность выбрать нужный вариант под конкретный борт. После нанесения декалей я немного приглушил техничку, чтобы она не выбивалась, затем сделал смывку и добавил небольшие потеки от лючков. И только в самом конце цветными лаками я покрасил бортовые аэронавигационные огни. С хибинами закончено, переходим к ракетам Р-27. Ракеты также перевели в 3D-печать. В наборе у нас пара дальнобойных эрок, а к ним по два комплекта авиационных катапульт и пусковых устройств. Гляньте, какие тут ювелирные кромки рулей, они тоньше, чем кончики моего пинцета. Детализация просто улетная, пластику такое и не снилось. По отделению ракет советую не рубить сгоряча. Аккуратно подрезаем поддержки у оперения острым лезвием. Только так можно не сколоть полимер и оставить эти бритвы целыми. В сами ракеты и катапультные устройства тоже вживляю магниты. Так наш боекомплект будет держаться намертво, но при этом останется съемным. Про покраску подробно говорилось в сезоне про Су-27. Быстро пробегусь по своим изделиям. Сначала дунул белым грунтом, а на оперение нанес нержавейку. Сверху через чиппинг добавил темный алюминий и аккуратно вывел сколы. Выглядит максимально натурально.
На рулях задул белые кромки и добавил сколов. После этого прошелся черным маслом, чтобы подчеркнуть рельеф и усилить контраст на металле. Далее задул ракету в базовый цвет. Отдельно выделил радиопрозрачный обтекатель и не забыл про антенны радиовзрывателя. Сопло покрасил акрилом с использованием чиппинга. Далее покрасил узлы подвески и выделил места установки рулей. Нанес декали. И тут важный момент. Не забывайте про хитрости с кольцевыми линиями. Я подробно рассказал эту технику в видео по ракете Гром-1. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Сделал смывку, а белым маслом аккуратно высветлил радиопрозрачный обтекатель. И финальный штрих, добавил герметик вокруг антенн взрывателя. Он, кстати, бывает и белый, и розовый, так что тут на ваш вкус, делайте как больше нравится. Ну и как вам обещал, подкину редких референсов. Специально для адептов стерильных ракет, которые обожают строчить в комментах, что такой грязи не бывает. Посмотрите сами, может эти фото пригодятся кому-то для будущих проектов. Теперь также быстро пробежимся по R73. Это самая свежая и, пожалуй, наиболее доведенная до ума версия печати от Temp Models. Разработчики наконец-то победили проблему с кривульками после литья и решили вопрос с вечно отламывающимися датчиками аэродинамических углов, которые так бесили в первых версиях 3D-печати. С отделением и сборкой тут все по классике. Никаких танцев с бубном, детали отщелкиваются и встают на места без лишних вопросов. Сборка тут тоже на магнитах, все по отработанной схеме. Минимум возни, зато в плане надежности и удобства при транспортировке это идеальный вариант. И ловите совет, всегда учитывайте толщину самой детали. Например, пусковые устройства под эту ракету совсем тонкие. Если сверлить их ручной дрелью, постепенно наращивая диаметр, то на 100% вы получите отлом полимера. Я бы советовал расширять отверстие бормашинкой на высоких оборотах, так риск раскрошить детали минимален. По покраске. На пусковых устройствах сначала накидываю сколы до металла и грунта, а уже сверху дую базу. Сами ракеты тоже задуваю в белый, классика для изделий. Пробойниками нарезаю маски под датчики аэродинамических углов и сопла, закрываю лишнее и задуваю все это в металл. Так границы получатся максимально четкими. И не забываем внутри сопла показать теплозащитный материал. Далее прохожусь по узлам крепления, надуваю два оттенка красного на колпаках и перехожу к декалям и смывке. А различие оттенков краски на пусковой установке я тоже не забыл. Чтобы все не сливалось в одно пятно, решил вытянуть этот контраст с помощью масляных красок. Лазурным маслом слегка приглушил декали. Это помогло выровнять тон и получить тот самый нужный оттенок базы. И пара редких референсов для вас. И снова далеко не самые чистые ракеты. Посмотрите, как они выглядят в реальной жизни, прежде чем верить сказкам про заводской глянец. С вооружением закончили, теперь быстро пробежимся по остальным комплектующим. Производитель положил в набор катапультное устройство АКУ-170 и блоки ВСУ на законцовке крыльев. Для точки под фюзеляжем предусмотрена двухпостовая балка спарка. Такие же спарки идут под консоли крыла. Навесить на вашего утенка можно будет целую гору железа.
Нас же из всего этого добра интересуют переходные балки, которые на самолете должны быть обязательно. Тут производитель постарался на славу, проработал даже жгуты проводки внутри балок. Интересное наблюдение. Если вы, как и я, захотите подвесить авиационное катапультное устройство АКУ-58 под мотогондолы и под ближайшие к ним подкрылевые точки подвески, то вам придется удалить проушины на переходных балках. То же самое касается и переходных балок, на которые вы планируете вешать балочные держатели под бомбы. По покраске все просто. Грунт, подложка и базовый цвет, а проушины аккуратно выделил акрилом. Жгут я красить не стал, все равно при полной загрузке его не будет видно. А для вас подготовил отличный референс этого узла, если захотите заморочиться с детализацией. Далее декали, смывка и немного грязи. Стерильно чистыми эти узлы бывают разве что на заводе, так что добавим жизни. На этом я наконец-то заканчиваю с вооружением. Знаю, как для вас, но для меня на конечном этапе сборки модели гораздо легче, когда у тебя уже все готово. Ну и напоследок поделюсь своими дилетантскими в авиации наблюдениями. Надеюсь, они вам помогут. Первое. При подвеске корректируемых авиационных бомб обратите внимание на расположение ухватов на балочных держателях. Они должны располагаться ближе к краям балочного держателя. Но и это наша команда предусмотрела. Сами ухваты даны отдельной деталью, а на балочных держателях есть посадочные места под их корректную установку. Второе. Если вы планируете подвесить под свой самолет, например, 4 бомбы с УМПК и задействуете все имеющиеся в наборе балочные держатели, то вам их может не хватить на переходную балку Спарку под фюзеляж. В этом случае можете обратиться в нашу поддержку. Мы всегда ценим своих клиентов и с удовольствием предоставим вам дополнительные балочные держатели. Ну и напоследок пара фотографий подкрылевых балок Spark, чтобы сэкономить вам время на поиске. Ну а теперь смотрим результат нашей работы. Ну и я, как всегда, напомню, что все это и другое вооружение, а также множество других дополнений для ваших моделей вы можете найти на нашем сайте. Ссылки будут указаны в описании. И не забывайте, что наша доставка работает по всему миру. Ну а на сегодня это все. До встречи в следующем ролике.